Привет! В этом видео покажу, как легко создать эффект стекла в After Effects. Тот самый стиль Glass Morphism, который часто используют в интерфейсах и анимации. Все делаем без плагинов, быстро и понятно. Погнали! Переходим в After Effects. Создаем новую композицию. Я создам композицию с такими параметрами: 1920 на 1080, 30 кадров в секунду, длина 5 секунд. Окей. В качестве фона я буду использовать вот такую абстрактную картинку. Перенесу ее на нашу композицию. Она большого разрешения. Я нажму правую клавишу мыши, перейду во вкладку Transform и впишу ее в композицию Fit to Comp. Теперь снимем выделение с этого слоя и нарисуем Shape. Rectangle примерно вот такого размера. Обратите внимание, чтобы обводка была выключена и была включена заливка. Во вкладке Align выровняем его по центру. Перейдем во вкладку Rectangle Path и зададим скругление краям, поставим значение 30. Теперь сдублируем этот слой, Ctrl-D, переименуем их, нижнее назову Glass, стекло, и верхнее назову обводка Stroke. Верхний слой Stroke пока отключим, а слой Glass переведем в режим Adjustment Layer. Если у вас нет вот этих настроек, то вы можете включить их вот здесь, вот этими кнопочками. Теперь на этот слой применим эффект Fastbox Blur. На самом деле здесь можно применять различные эффекты блюра, но я буду использовать этот. Вы можете поэкспериментировать, посмотреть, какой результат у вас получится. В настройках эффекта поставлю параметры 5 и количество итераций 7. Здесь также вы можете ставить свои значения и добиваться результата, который вам необходим. Я остановлюсь на этих параметрах. Вот уже мы имеем такой некий эффект матового стекла, но давайте применим несколько эффектов на этот слой, чтобы это стекло выглядело более реалистично. Я выберу этот слой и применю на него эффект заливка, Fill. Перейду в его настройки, Effects, Fill. Цвет поставлю не совсем белый, немного серый. Открою вкладку Compositing Option и снижу прозрачность эффекта до значений 10, может быть 15. Также дополнительно на него я применю эффект шума, Noise, и поставлю здесь значение 6. Отлично, выглядит уже более реалистично. Также мы можем добавить эффект CC Lens, чтобы придать нашему стеклу некие такие искажения, преломления. Здесь поставлю параметры 100 и 30. Включая и выключая эффект, мы видим изменения, которые он нам дает. Появляются некие такие искажения от центра к краям. Также еще мы можем применить эффект Transform и изменить значение масштаба. Я поставлю 103%. Это также нам даст некие такие искажения, как преломление света у стекла. Теперь настроим обводку. Я сверну эти параметры и выберу слой Stroke, включу его видимость. Выключу у него заливку и включу обводку. Поставлю значение 2 пикселя. Вы также можете здесь ставить свои значения, но я остановлюсь на 2 пикселях. Раскроем параметры этого слоя, Contents, Rectangle, свойства Stroke. И найдем вкладку Taper. И поставим здесь начало и конец длины линии по 60%. Таким образом мы получим вот такое как бы затухание этой линии, чтобы она выглядела более неоднородной и появлялась такая вариация. Некий такой блик в фаске стекла. Также на этот слой Stroke мы можем применить параметр Deep Glow. И он нам даст вот такое свечение. Я уменьшу значение 0.5 и 300. Это сторонний плагин Deep Glow. Родной плагин Glow тоже дает такой эффект свечения, но он не такой ярко выраженный. Этот плагин работает лучше. Ссылку на этот плагин я оставлю в своем телеграм-канале. На этом, в принципе, наше стекло готово. Мы добились вот такого результата. Выглядит неплохо. Можно сделать нашу композицию чуть более интересной. Например, можем добавить текст. Я выровняю его по центру, уменьшу его размер, изменю режим наложения на Overlay. Также есть еще один
интересный прием, который можно применить на этот текст. Я выделю слой Glass и применю на него эффект CC Glass. И настрою его. Открою вкладку Surface и здесь выберу в качестве карты наш текст. Вот мы видим, такие появляются искажения под текстом. Я отключу оригинальный текст и настрою параметры для этого эффекта. Мягкость я задам 10 и высоту можно поставить, например, 30. И параметр Displacement отвечает за смещение, то есть меняются вот эти искажения, как бы тени и блики вот эти все. Но я оставлю значение 100. Вы можете покрутить, посмотреть, как будет меняться. Также мы можем включить обратно наш текст и, к примеру, поменять ему цвет. Пусть будет серый. И уменьшить ему прозрачность. Здесь на самом деле большое поле для фантазии. Вы можете экспериментировать, ставить какие-то свои параметры и смотреть, что получается. Я смещу текст, например, вот сюда в угол композиции. Можно весь этот визуал оформить в качестве такой, как, например, кредитной карты. Здесь написать какие-то цифры, например, нам номер карты, название и так далее. Ну, думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Если было полезно, поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новые ролики. А еще загляни в мой телеграм-канал, там еще больше фишек для After Effects. До встречи в следующих видео.